Ну что же, всем привет на канале Польза Стримы. Надеюсь, что несмотря на то, что это довольно непопулярный смартфон, вам будет интересно посмотреть на него обзор. И да, я протер, разумеется, на него камеры, его линзы. И да, разумеется, у меня нет никаких защитных пленок никогда на смартфонах, как многие пишут. Но опять же помним, что пишут продавцы. Напоминаю, что меня зовут Саня, основной канал Польза.нет, и вот этот Польза Стримы предназначен для того, чтобы я одним кадром рассказывал вам о смартфоне, плюс вы смотрели, на что он способен. Что здесь интересного? Максимум разрешения съемки 1080p 60 fps, но перед тем, как я все это буду рассказывать, напоминаю, что помимо Польза.нет канала, Польза Стримы, есть еще Польза Прожарки, где я провожу Польза Лайв, точнее, и Польза Стримы. Я чуть-чуть болею, поэтому ничего удивительного, что я местами подтупливаю. У меня вчера было 39,6, сейчас чуть легче. Так вот, это не из разряда нытья, это из разряда того, что вне зависимости от обстановки вы видите, как отрабатывает камера, и кому надо, может отключить звук и потом сравнить с другими камерами других смартфонов. Штатив, как всегда, разумеется, без стабилизации, хотя у меня есть DJI со стабилизацией. Это Ulanzi штатив без таба, специально для того, чтобы я мучил смарт. Я не понимаю, почему, кстати, он крутится. Или очень странные дела. Ну, в общем, в целом это не мешает делу. Если говорить о конкретно контенте, не забываем подписаться на канал с колоколом и написать в комментах, чтобы я продолжал, и тогда у вас будет возможность сравнивать. Допустим, этот смартфон я бы на вашем месте сравнил бы по съемке с каким-нибудь там Poco X6, который стоит в 2 раза дешевле, в прямом смысле в 2 раза дешевле, а без какого-то там сарказма или каких-то натягиваний. И сам Sony, вот этот 10.5 или 10V, как кому удобно, хотя правильно, наверное, 10.5, Xperia, это самый дешевый в линейке из всех а-ля новинок, но я думаю, сейчас у них уже выйдут новые в течение 3 месяцев. Так что для меня это было актуально с какой точки зрения. Я, разумеется, его приобретал не за те деньги, что вы видите сейчас, а если вы откроете Авито, допустим, то вы увидите, что ценники, извините, штатив все-таки поправляю, я не понимаю, что с ним происходит, ценники на данные смартфоны копеечные относительно в долларовом эквиваленте. Почему? Потому что их никто не берет. И да, на Яме, может быть, он не всегда приятен, разумеется, на Али его очумеешь искать. Но в целом, танцевать есть от чего. Но, разумеется, он стоит дороже, чем какой-нибудь Poco X6, Pro Poco X6, практически на уровне с Samsung A55, а максимальное разрешение, напоминаю, что у него для съемки видео 1080p, к сожалению, 60 fps на основной модуль, 1080p 30 fps на фронтальную камеру. По съемке, я уже даже не помню, с чем я его сравнил, с чем-то печальным. Samsung S24 я его сравнил печальным в плане для этого смарта. Сейчас я его вам повернул. У него автофокус с ума сходит, X2, X1. И чтобы вы понимали, я вот это все рассказываю не для того, чтобы сейчас захейтить Samsung или Sony, или еще что-то, а просто чтобы вы могли для себя оценить, что может этот смартфон. А смартфон этот может, в принципе, быть малогабаритным, имеет защиту от влаги, он имеет ее IP68, и он не боится ни в коем образом никаких утоплений. Мини-джек у него есть. Разумеется, есть кодек, много Bluetooth кодеков, кодек DAC для примера. У него довольно хорошая яркость экрана, 800 с лишним люксов и 1300-1400 в пике. Но я это не хаотично рассказываю, потому что вы сейчас поймете, герцовка у него максимум 60 Гц, как мне многие скажут, ну и что? Скажут, ну и что, я скажу, что зря вы так говорите, потому что даже в каких-то ультрабюджетниках сейчас пихают уже 90-100, да какой 90, реально 120 Гц. И эта плавность из разряда а-ля мы такие же, как и айфоны, iPhone 15 60 Гц. Но нет, здесь плавности меньше. Почему? Все очень просто. Потому что процессор не вывозит. Процессор здесь 695 Snap, и его, мягко сказать, вообще не хватает ни на что. Опять же, это мое субъективное мнение, вы можете с ним не согласиться. У него эти показатели в 450 тысяч баллов Antutu просто
выводит в ступор любого, мне кажется. Даже если округлить до 500 при хороших обстоятельствах, это все равно печально. Если говорить про тот же, допустим, Samsung A55, который на своем процессоре дает 700 тысяч, которые не ощущаются, но он все равно лучше. И 4К у него по съемке, и чего только нет, но он широкий и большой. Почему вы смотрите, скорее всего, этот обзор? Разумеется, первое, я думаю, по той причине, что хотите поддержать мой контент, ну и посмотреть, что может смартфон за $350 с такими скромными характеристиками, а с характеристиками, мягко скажем, скромные. Просто надпись Sony. Да, есть NFC, да, здесь есть, разумеется, Bluetooth, да, есть Wi-Fi какой-то 5-й версии. Зарядка 2 часа. Да, он хорошо держит заряд. И вы его, в принципе, тратить вряд ли где сможете. К слову, еще у экрана космический шим. В комплекте не идет ничего. Даже не идет кабеля какого-то. То есть, ну, супер-мега экологично. Если говорить про аналоги, я почему-то в обзоре сказал, аналогов нет, iPhone SE, и он снимает лучше намного. То есть вот SE 2. И стоимость у него примерно такая же. И это я про габариты, он еще и меньше. Если говорить про какие-то другие, мне там накидали, я уже даже не помню. Но в основном были мракобесные варианты, если честно. Queen то же самое, не считаю аналогом, потому что вот именно это соотношение сторон 21 к 9, только у Samsung. Да, огромные рамки. Да, здесь стерео, хотя оно такое себе, и можно считать его полуторкой, но оно ближе все-таки к реальному стерео. Да, камеры не выпирают, у тебя есть настоящий оптический X2, но они все равно чуть-чуть выпирают. Это во мне Nubia Red Magic. И я бы не сказал, что они здесь хоть в каком-то мере достойны чего-то там. В принципе, вот так он снимает против солнца. Вот так, если солнце позади. Руками я ему ничего не помогаю делать. А рассказывать об этом смартфоне у меня желания очень мало. И не по той причине, что он старенький, не по той причине, что он проигрывает S24, что удивительно. А по той причине, что я не совсем понимаю людей, которые приобретают подобного рода устройства. Для чего? Как второй смартфон, вполне возможно, но он чуть-чуть большой для второго смартфона. Как фанаты Sony, ну, вы покупаете смартфон по цене наушников, получается, от Sony, то тогда логика есть. То есть вы думаете, вы сэкономили. Допустим, если вы полноразмерки 5-й берете. Если говорить про габариты, и тактильные ощущения классные, в руке лежит очень удобно. Даже обновление какое-то корявое, подвисание камеры так и остались. Проще говоря, смартфон уже 9 месяцев продают. И я думаю, когда я его приобретал, что я получу какую-то конфетку. В итоге я получил какое-то очень странное устройство. У меня конкретно, кстати, не вылетает, не перезагружаются устройства, когда я вынимаю сим-карту, у кого-то перезагружалось. Следующий момент. eSIM здесь есть. На меня наехали, что я его не нашел, но я не нашел, правда, на тот момент. Да и вообще я не вижу смысла рассматривать то, что у него есть там лоток, который можно вытащить ногтем, не обязательно тебе использовать ключ для извлечения слота, притом во всей этой линейке Sony. Это, конечно, удобно. Но такие вот фишки, которые они докидывают, удобные, они не компенсируют разницу стоимости и того, что они предлагают. То есть это такое ощущение, что еще более оборзевшее яблоко, просто потому что Sony. И все. Может быть, я не прав. Можете написать мне, если я не прав. С процессором они по мне просто очумели. Могли бы они поставить хоть что-то поприличнее. Даже, я не знаю, вот столько вариантов было, и просто чуть-чуть лучше процессор. Ладно, экран там, хотят они 60 Гц. Но вообще звучит это очень все печально. Но, к чему это все? Потому что смарт все равно имеет право на жизнь, все равно его кто-то купил, особенно перепродавцы на Авито. Потому что там их просто море. И я думаю, что вы уже ниже себестоимости, если вам подобное устройство просто как звонилка интересно, можете это дело приобрести. Для перепродажи это просто абсолютно бесконечно неразумно, играть невозможно. YouTube, ну нормально, но я не знаю для себя, в каком ключе можно использовать этот смарт. Очень хороший тач, очень приятный, очень хорошее стекло. Но экран в то же время стоит 60 Гц. Извините за кашель. Сейчас приболел.
39. Но контент прежде всего. Сегодня жарим Samsung S24 на снапе, на стриме. Медленно и плавно. Сравнивать я его буду в обзоре с Meizu 21 Pro. Вот с этой штукой нет. iPhone, который я буду снимать под съем. Вот. Думаю, вам будет интересно. Девайсу от меня однозначно да в отрыве от стоимости. За 1025 можете взять себе поиграться, хотя я не знаю зачем. Напишите, вот зачем вы его бы могли приобрести или не могли бы. Добра и удачи вам, дорогие друзья.